Я стою на вокзале в Братиславе и говорю что-то вроде «Добрый день, я говорю о путуванию до граду на юг». И вдруг меня все понимают. Абсолютно все. Словак не кивает, серб показывает, поляк улыбается, а я стою и думаю, а на каком языке я вообще это сказал? Оказалось, что на языке, которого вовсе не существует, во всяком случае официально. Это межславянский. Язык, который понимают 300 миллионов человек, но на котором никто не говорит всерьез. И вот тут как бы немного непонятно. Ты говоришь на языке, который не учил, но он реально может помочь тебе. Або ви в тутом моменте розумієте, що я говорю. В путешествии, в диаспоре, в чате и даже в какой-нибудь игре. Сначала я подумал, что это вообще прикол. Пока не увидел ТикТок. Я хочу говорити о межславянском языке. Языке, который есть разумлив всем славянам мира без учения. Язык, который никто не учит, но абсолютно все понимают. Кто его придумал? Czesno говорячи, моя мила, mi jest все to jedno. Знаете, что интересно? Межславянский — это не язык, который кто-то придумал, сидя в одиночку на кухне. Он появился потому, что несколько разных проектов, каждый со своим характером, в какой-то момент сказали друг другу: «Хватит спорить, давай соберем все лучшее в одно». Был славянский, простой, практичный, чтобы все поняли. Был новославянский, как и старославянской летописи. Был славянский Н. Жесткий, табличный, почти как код. И вот в 2011 году они объединились. Не как академии, а как энтузиасты с форума. Главный мотор всего этого — Ян ван Стенберген, лингвист и музыковед из Нидерландов. Да, он вообще музыковед, но потом переключился на языки, что вполне логично, потому что и музыка, и речь — это про ритм и паттерны. Pozdrawiam всех там. Я jestem Jan van Steenbergen. Jestem начал работать над межславянским языком w году 2006. No, na początku ten projekt nazywał się Słowiański. Он придумал славянский и стал координатором объединения. С ним работали Габор Тот из Венгрии, автор славянский Н, и Иван Дерябин из России, автор новославянский. А чуть позже к ним присоединился и Войтах Мирунко, профессор из Чехии. Он не придумывал язык с нуля, но оформил его как серьезный проект. Ja jsem programist, ja jsem učitel programovania i softwarového inženýrstva na fakultetu, na univerzitetu. To je moja robota. Tak naučno je možno dělat s pomočou komputerov, s pomočou statistiky, s pomočou matematiky. Je možno dělat sredinu, balancovanou sredinu mezi našimi jazykama. Прописал грамматику, выровнял орфографию и латиницу, и кириллицу, сделал автоматический конвертер и вообще превратил форумный язык в настоящий. Если Ян отец, то Войтах — архитектор, верстальщик и сборщик корпуса. Так появился современный интерславик, или по-нашему межславянский. И все это без бюджета и без института. Кстати, мне кажется, что мы тоже с вами разговариваем на одном языке. Давайте проверим, поймете вы меня или нет. Запишите се, żeby my nepogubili našu Zvensku и укрепите ju s лайком. И, кстати, у меня появился на канале первый спонсор. Как работает межславянский? Берем 10 славянских языков, сравниваем, выбираем общее. Вот несколько примеров. Вода – вода, говорите – говорить, человек – человек. Кириллица или латиница – здесь обе подходят. Падежи есть, но достаточно лайтовые, а ударение вовсе как получится, никто за этим особо не следит. Учить в целом можно, но зачем, ведь чаще угадываешь на ходу. А теперь давайте поговорим, где он реально работает. В Венгрии поставили Макбет. Хор говорил на межславянском. Чтобы ни у кого не было акцента. В Minecraft, Skyrim и Mount Blade есть фанатские переводы интерфейса, где новая игра — это новая игра, покрачувати — это продолжить, а инвентарь — это инвентарь. Все читают и все понимают, и абсолютно без перевода. Ты же не знаешь, что это за язык, но ты его чувствуешь. Dobro došel do bojowego kluba. Pierwsze prawilo bojowego kluba: nie говоришь o bojowym klubie. Сколько людей реально им пользуются? Около 30-50 тысяч человек. Живут они в основном в Польше, Сербии, Украине, Чехии, Словакии. Плюс ко всему не забываем про диаспоры в Канаде, Германии и США. Общаются на нем в основном на форумах, в чатах, в ТикТок, под моими видео, например. И, кстати, межславянский — это не единственный легкий язык. Вот в этом видео я собрал самые легкие языки для изучения. Почему на нем никто не говорит? Потому что он ничей. Никто не вырос с ним, никто не помнит бабушкиных сказок на нем или маминых колыбелин, никто не пел на нем в детстве и не влюблялся. Вполне возможно, что ты уже знаешь межславянский. Ты просто этого еще не знал. Напиши в комментариях фразу на своем языке. А теперь переведи ее так, чтобы понял серб, поляк и болгарин. Если получилось, поздравляю. Ты говоришь на языке, которого как бы нет. Ну, вообще он как бы есть, но здесь все сложно.
иногда язык создают не академии, а именно люди. И просто потому, что хотят понимать друг друга. Uvidíme se znova.